Папа перенес репрессии. Маму начали преследовать, и она вынуждена была бежать. И буквально с первых дней своего существования я, конечно, все эти тяготы репрессий постигла. И я несу эту печать репрессий на своем лице. В марте 2017 года Елизавета Семеновна Михайлова пришла в мой офис. С собой у нее была большая сумка с документами. Она достала пожелтевшую справку об освобождении ее отца, бывшего узника ГУЛАГа. С этой справкой Елизавета Семеновна уже 18 лет ходит по судам. Она добивается возвращения в Москву, откуда ее семья была изгнана во время Большого террора. Рассказ Елизаветы Семеновны меня зацепил. Я взялся помогать детям ГУЛАГа восстанавливать историческую справедливость. Стал изучать вопросы исторической памяти в России и понял, что все очень плохо. Вы находитесь на территории уникального музея. Это единственное место на всем постсоветском пространстве, сохранившееся от сталинского ГУЛАГа. Музей начал создаваться в 1994 году, а до этого более 40 лет на этой территории находился действующий лагерь. Последний заключенный из этого лагеря вышел 27 декабря 1987 года. Музей Пермь-36 создавался силами местных активистов. Он стал важной общественной площадкой и территорией свободы слова. Здесь проходил международный форум «Пилорама», либеральная повестка которого раздражала губернатора Пермского края. Форум пытались цензурировать, а когда из этого ничего не вышло, власти заявили, что не смогут обеспечить безопасность участников. Форум прекратил свое существование. Следом некоммерческую организацию Пермь-36 объявили иностранным агентом и назначили в музее новое руководство. Музей работает и сегодня, но какую историю он сохраняет, теперь это решает государство. В то же время поиском массовых захоронений, идентификацией жертв репрессий этим занимаются прежде всего неравнодушные граждане. Такие, как глава Карельского отделения общества «Мемориал», историк Юрий Дмитриев. Прежде чем мы с вами найдем эти ямки, которые замаскированы там черничником, в них уже деревья растут, они слабо видны на поверхности, нам нужно будет почистить кусочек леса примерно 4 гектара. Дмитриев вместе с коллегами обнаружил места массовых расстрелов в лесном урочище Сандармох, где были казнены как минимум 7 тысяч человек. В 2012 году указом президента было создано Российское военно-историческое общество. Его основные учредители – Министерство культуры и Министерство обороны. Главная задача общества – воспевать героические победы русского и советского оружия, писать ту версию истории, которая нужна государству. Так вот, это общество утверждает, что в Сандармохе захоронены не жертвы террора, а солдаты Второй мировой. Дорогие мои братцы и сестры, что-то надо с этой властью делать. Самое главное, не бойтесь. Максимум, что она может с вами сделать, это убить. Дмитриев разозлил власти и тем, что откапывал могилы жертв, и тем, что искал палачей. И еще тем, что открыто выступал с критикой действующего режима. Дмитриева обвинили в педофилии и осудили на 3,5 года колонии. А потом, неожиданно, увеличили срок до 13 лет
Но какова вероятность того, что приговор этот не политический? Такие обвинения – удобный способ навсегда заморать человека, сделать так, чтобы другим было стыдно его защищать. Почему же государство не хочет работать с травмой? Зачем отрицает преступление? Зачем, в конце концов, обеляет Сталина? Да потому что победа во Второй мировой – любимый козырь действующей власти. А если признать, что Сталин – тиран, виновный в смерти миллионов людей, то козырь этот сильно меркнет. Такой взгляд на советскую историю объявлен неверным, даже незаконным. Да, когда-то Россия признала, что Катынский расстрел, убийство почти 22 тысяч поляков в 1940 году – это преступление, совершенное сталинским режимом. Однако решение Главной военной прокуратуры 2004 года закрыть расследование дела до сих пор засекречено. Почему в этой табличке написано «здесь мучили людей»? Ну, сейчас, подождите, сейчас можно на любом доме написать все, что угодно. А зачем вы это пишете? Это какими-то материалами подтверждено. Вот я старался вспомнить, сколько же было всего расстреляно. 6295. Еще раз, 6295. В России с большой неохотой расследуют преступления предыдущего режима. Зато то и дело принимают законы, диктующие нам, как и что мы должны думать и говорить. Последний из них запрещает публично отождествлять роль СССР и нацистской Германии во Второй мировой. Это очередная попытка навязать нам правильную, по мнению властей, историю и заставить замолчать всех, кто не согласен. А ведь история нужна для того, чтобы выносить из прошлого уроки. Если этого не делать, то репрессии повторятся. Уже несколько лет я пытаюсь добиться справедливости для Елизаветы Михайловой. Конституционный суд удовлетворил ее жалобу. Но правительство хочет принять закон о том, что дети ГУЛАГа должны получать жилье в порядке общей очереди. Ждать нужно 25-30 лет. Елизавете Семеновне 73. А мир говорит, как ты можешь быть так спокоен. Надвигается шторм, который разорвет саму суть бытия. А я говорю, мир, ты не понял. Там надвигается шторм. Шторм — это я.